Всем привет! Благодаря вашей активности мы вне очереди готовим 3 закуски под фильм 2. В финале для вас будет бонус. Начнем с рецепта от Андрея. Если что, Андрей это не Ванзай, а его батя. Берем молочную колбасу и нарезаем ее на одинаковые кружочки. Затем берем зеленый болгарский перец, делим его на 3 части, удаляем семена и перепонки, переворачиваем, выравниваем и вырезаем круги по диаметру, как колбаса. Такие же действия повторяем и с желтым болгарским перцем. А в следующий раз возьмем красный болгарский перец. Так картинка будет гораздо ярче. Теперь берем 4 шпажки и прокалываем ими колбасу. Под низ кладем перец, затем колбасу, еще раз перец и так далее. Между слоями колбасы можно положить что угодно. Например, сыр, шпинат, помидор и так далее. Чувствую себя строителем. У нас получается многоэтажная колбаса. Здесь, как и в строительстве, должно быть все основательно. Поэтому шпажки с другой стороны должны выйти как можно ровнее, параллельно друг к другу. Это идея Андрея, поэтому сделать первый ровный разрез он доверяет только себе. Разрезаем колбасную многоэтажку еще раз, чтобы в результате у нас получилось 4 части на шпажках. Следующим этапом берем и разворачиваем тостерный сыр. Теперь приклеиваем его на пищевую пленку, прижимая друг к другу. 6 пластинок сыра в 2 ряда позволит обернуть колбасу вокруг своей оси. Плотно закатываем снэк пищевой пленкой, зажимаем края сыра и еще раз все уплотняем. Закуску отправляем в морозилку на 20 минут. Теперь готовим все для фритюра. В сковородку наливаем растительное масло, отделяем желтки от белков, подсаливаем желтки и перемешиваем их вилкой. Насыпаем в посуду панировочные сухари, разматываем охлажденную закуску и берем муку. Снэк обваливаем в муке, окунаем в кляр из желтков и обволакиваем в панировке. Теперь обжариваем его со всех сторон в масле в течение 10 секунд. Панировка очень нежная, поэтому лучше воспользоваться 2 лопатками, тогда у вас получится красивый снэк. Выкладываем закуску на бумажное полотенце, чтобы стек лишний жир. Внешне это напоминает корн-дог, только без кукурузного кляра и совершенно с другим рисунком внутри. Я видела счастливых людей, и голодных среди них не было. Мы так же, как и вы, любим есть и смотреть кулинарные видео. Берите на заметку отличный канал «Юрец готовит». Чисто мужской взгляд на кулинарию, мангал, казан, тандыр и так далее. На канале вы можете увидеть рецепты курицы, индейки, она меня особенно впечатлила, белого аллигатора. Вы где-нибудь такое еще видели? Список можно продолжать бесконечно. Обязательно смотрите и подписывайтесь. Ссылку оставляем внизу. Переходим к моей любимой закуске текеньос. Это венесуэльский пирожок с очень вкусным тестом. Для него всыпаем в тарелку 2 чашки муки и делаем воронку. Разбиваем туда яйцо, добавляем 1 чайную ложку соли, 1 столовую ложку сахара, 5 столовых ложек сливочного масла комнатной температуры и 5 столовых ложек холодной воды. Посыпаем стол мукой и замешиваем тесто. Формируем шарик, кладем его в тарелку, запечатываем пищевой пленкой и отправляем в холодильник на 1,5 часа или на 20 минут в морозилку. Далее охлажденное тесто делим пополам и раскатываем скалкой до очень тонкого состояния. Текеньос – это разновидность палочек из сыра, покрытых пшеничной мукой. Поэтому нарезаем сыр размером с палец. Берем сыр, который тянется, например, моцарелла, сулугуни, голландский и так далее. Кладем сыр на тесто и отмеряем ширину полоски. Она должна быть немного шире 1 см. Сначала обматываем тестом сырную палочку вдоль, а затем поперек с небольшим нахлестом и заклеиваем края, чтобы впоследствии сыр не вытек. Сырные палочки обжариваем в растительном масле. Их необходимо часто переворачивать, чтобы они не прилипали, а когда они подрумянятся со всех сторон, вынимаем их на абсорбирующую бумагу. Мы любим текеньос без всяких добавок, но вы можете их дополнить кетчупом, майонезом или джемом.
Третья закуска – это жареный крема-фритто с рисовым бисквитом. Для бисквита нам понадобится 6 желтков и 5 белков. Ставим белки на водяную баню, добавляем 75 граммов сахара и непрерывно мешая венчиком нагреваем смесь до 40 градусов. Подогретые белки с сахаром сразу же взбиваем миксером приблизительно 5 минут. Белок должен образовать свисающий клюв. Если клюв получился ровным, то белки считаются перевзбитыми и тесто получается более резиновым. Далее слегка перемешиваем желтки. Просеиваем 120 грамм рисовой муки и 30 грамм рисового крахмала. Его можно заменить кукурузным или картофельным крахмалом, либо какао. Следующим этапом добавляем желтки к белкам и аккуратно перемешиваем лопаткой. Постепенно всыпаем муку с крахмалом небольшими порциями и также осторожно перемешиваем. На застеленный пергаментом противень выливаем все тесто и распределяем его ровным слоем. В нашей капризной духовке мы выпекаем бисквит 15 минут при температуре 200 градусов. Он должен чуть подрумяниться. Сразу же переворачиваем корж на пергамент и аккуратно снимаем верхний лист. Равняем края и делим его на 4 части. Вновь переворачиваем и пока бисквит остывает, готовим заварной крем. В тарелку выливаем 4 желтка, высыпаем 75 грамм сахара, 18 грамм кукурузного крахмала и слегка взбиваем, но не до пены. Ставим сотейник на огонь, заливаем 200 мл молока и 50 мл сливок. Когда молоко начинает закипать, добавляем сразу взбитые желтки. Они должны подняться на поверхность молока, но мы не мешаем, а даем смеси дойти до состояния, когда молоко начинает кипеть и выходить между стенками сотейника и яйцами. То есть в центре образуется небольшой вулканчик. Именно в этот момент смешиваем желтки с молоком в течение 40 секунд, перемешивая до однородной массы. Снимаем с огня, добавляем ванилин, переливаем крем в стеклянную тарелку. Накрываем пленкой так, чтобы она касалась поверхности крема и ставим его в холодильник до полного остывания. По желанию бисквит можно пропитать или фруктовым соком, либо клубничным джемом. Делим крем на 3 части и промазываем все коржи. Заворачиваем десерт в пищевую пленку и убираем в морозилку на 2 часа. Режем десерт пополам, затем еще раз пополам и затем каждый кусочек на небольшие квадратики. Вновь убираем в морозилку на 30 минут. После этого достаем кусочки бисквита с кремом и опускаем сначала в яйцо, затем обваливаем со всех сторон в сухарях и опускаем в хорошо разогретое масло. Время от времени переворачиваем их, чтобы они зарумянились со всех сторон. Шумовкой выкладываем десерт на салфетку, чтобы она впитала жир. Есть лучше сразу, пока они теплые. Пока корочка хрустящая, а кремовая структура еще мягкая. Этот десерт прекрасно сочетается с клубничным пюре или растопленным шоколадом. Кто мог подумать, что жареный бисквит с заварным кремом такой вкусный? Ставьте лайки, и когда наберется 45 тысяч, мы приготовим 3 забытых вкусняшки из 90-х. С такой закуской любой фильм пройдет на ура. Кстати, пишите в комментариях свои любимые фильмы. А теперь время бонуса. Вы часто спрашиваете, как мы держим себя в форме. Делимся с вами семейным рецептом. Берем мясо и зелень в соотношении 2 к 1. Из зелени это шпинат, зеленый лук, укроп, петрушка, репчатый лук и чеснок. Нарезаем все на крупные куски и пропускаем через мясорубку. Пропускаем через мясорубку сначала зелень, а затем мясо. Мы перемалываем фарш повторно, чтобы были меньше волокна. Приправляем солью, перцем чили и черным перцем. Перемешиваем фарш в перчатках, иначе фарш прилипнет. И формируем котлеты с помощью столовой ложки. Готовим нужное количество на пару под крышкой в течение 8 минут, а остальные замораживаем. Пусть вас даже не смущает яркий зеленый цвет. Такие котлеты очень сочные и вкусные.
Приятного аппетита, всем пока!